Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю тематический расклад на тему Мабон, урожай года. Что же такое Мабон? Мабон — это у нас языческий праздник периода колеса года, который у нас празднуется осенью. Ну, это по сути день осеннего равноденствия. В этом году он у нас припадает на 23 сентября. Соответственно, мы подводим итоги периода прошедшего. Подводятся итоги периода с февраля по сентябрь. Почему именно с февраля? Потому что имболк – это как начало года, это очищение, это возрождение. У нас стартует в феврале. То есть мы делаем такой краткий срез событий того, что произошло, а также того, что вам нужно будет преодолеть и пройти, ну и каким образом этого достичь. Поэтому настраивайтесь на расклад, и мы с вами начнем. Итак, откуда весь этот период вы черпали свои жизненные силы? По аркану влюбленные. Для вас основным источником сил, воодушевления, вдохновения это были партнерские отношения. И неважно, это личные, деловые, социальные, потому что таким образом вы раскрываете свой потенциал, вы реализовываетесь, вы можете чего-то в жизни достигать. Безусловно, в первую очередь это вопросы личной жизни, когда партнер или партнерша дают вам ту энергию, ту силу, которая заставляет вас жить, творить, любить, двигаться дальше. Ну а в целом это кооперация, это союзы, те, которые дают вам жизненный запал и дают новый этап и цикл жизни, период развития. Плюс позволяют в жизни вам делать верный выбор. Каковы ваши слабые стороны были в этот период? Многие считали, что находятся в ограничениях, что не могли повлиять на ситуацию, на судьбу. Не было права как волеизъявления. То есть я назову по-разному. У кого-то могла быть болезнь, например, как корона, да, и длительный период вы находились сначала в стадии болезни, потом в стадии восстановления. У кого-то вопросы изоляции, допустим, вы находились в зоне оккупации. У кого-то по 8 мечей изоляция, вы действительно могли находиться под следствием. Для кого-то эта карта выражалась как быть привязанным к кому-то. Допустим, вы несете обязательства, вы смотрите за ребенком или за пожилым человеком. Я не могу назвать, что жизнь тюрьма, но фактически вам приходится от всего отказаться и жить в ограничениях ради кого-то. Вот слабая сторона, что вы не могли поменять или изменить этот вопрос, эту ситуацию. Ваша сильная сторона за этот период. По 9 мечей, несмотря на страхи, несмотря на внутренние переживания, внутренние блоки, какие-то установки, вы смогли это преодолеть. Вы смогли эти страхи побороть, панические атаки, чувство тревоги, неуверенность в себе, либо вопросы низкой самооценки. Это все то, что вы ежедневно, скрупулезно прорабатывали, над этим трудились и двигались вперед. Поэтому здесь прекрасно. Хорошо. За что вы должны быть благодарны прошедшему периоду? Данные события, ситуации позволили вам научиться во всем искать позитив, находить плюс, сохранять баланс, жизненное равновесие. Причем этот баланс мог касаться абсолютно всего. Сопоставить работу и личную жизнь, либо там работу и какие-то личные увлечения. Баланс в плане питания, отказ от вредных привычек, духовный рост, личностный рост. Баланс в плане режима дня. Баланс и соблюдение личных границ в общении с третьими лицами. То есть эта карта настолько обширна, но она говорит о том, что вы научились создавать себе зону комфорта и не позволять третьим лицам ее нарушать. Сейчас мы с вами посмотрим, над чем вам еще нужно поработать. Над чем нужно поработать. По дураку. Это, знаете, как быть легкими на подъем, радостными, открытыми, не бояться ничего нового. Быть активными, во все новое погружаться. Новый опыт, новые отношения, или будь то новая работа, новые знания, новые впечатления. Не бояться рисковать, начинать, пробовать, даже если не будет получаться, или в чем-то вы ошиблись. Это тоже опыт, который тоже дорогого стоит. Но не бояться, не закрываться от перспектив, иначе вы сможете упустить что-то существенное и важное. Еще, помимо всего прочего, над чем нужно поработать, если у вас есть дети, внуки, может быть, племянники, то больше уделять времени младшему поколению, потому что здесь
они вам дают как раз ту радость, ту непосредственность и учат по-иному смотреть на жизнь. А вам это зачастую не хватает, именно такого подхода. Каков был главный кармический урок прошедшего периода? По восьмерке Пентаклей это вопросы профреализации, вопросы трудоустройства. У многих могли возникать мысли, в чем себя реализовать, каким образом, насколько это будет востребовано. То есть многие искали свою нишу. Опять же, вопросы трудоголизма, открытости, вкладываться в себя, в свое развитие, в работу над собой. И не только в плане профессиональном. Это может быть работа, действительно, в плане как избавиться от лишнего веса, создать прекрасную внешнюю форму, работать над своей моделью поведения, то есть меняться духовно. Карта здесь прекрасна, потому что вы действительно проделали колоссальную работу, колоссальный труд. Какой кармический урок вам еще предстоит пройти? Пятерка Пентаклей, фаза роста, фаза кризиса. У большинства, простите, назовем вещи своими именами, все-таки это карта беженцев. Понятно, что, слава богу, во многих странах нет боевых действий, вас это может не коснуться, но это может быть кризис среднего возраста. Это может быть кризис в личной жизни, то есть в плане общения, построения союзов. Или осознание того, что вы работаете не на любимой работе. Плюс, если кто-то халатно относился к здоровью, то, опять же, здесь могут быть пробои по здоровью или финансовые проблемы. Так как аркан многогранен, мы с вами уточним. И здесь все-таки по тройке чаш кризис чего? Для многих это коснется вопросов социальных взаимоотношений, то есть отсечь людей, которые вас тянут вниз, то есть друзья, подруги, коллеги, неважно. То есть могут быть вопросы непонимания, разные взгляды на жизнь, разные ценности, разные вообще вещи. Опять же, вопросы личной жизни, потому что пятерка Пентаклей, тройка чаш – это, допустим, третьи лица, которые вмешиваются в ваши союзы. Например, не обязательно это любовники или любовницы. Это могут быть родственники, друзья, то есть советчики, которые отравляют ваше существование. И еще по этим арканам кризис, который кому-то предстоит пройти. Это изменить свои пищевые привычки. У кого-то избавиться от вопросов зависимости от алкоголя. То есть я понимаю, что это тоже сложные ситуации непростые, и многим нужно к этому подготовиться. Прошу прощения, что задела камеру. Так, что вам будет в этом вопросе помогать? По восьмерке чаш это осознанный вами уход из тех ситуаций и обстоятельств, которые отравляли вам жизнь. То есть я повторюсь, будь то отношения, работа, или вы понимаете, что тот же алкоголь или пищевые излишества могут влиять на вашу жизнь, на качество вашей жизни. То есть осознанно от этого уйти, не поворачиваясь назад. То есть это ваше такое стопроцентно выверенное решение. То есть вы на это эмоционально настроены. Что вам будет мешать? Мешать вам будет ситуация разбитого сердца, видите, тройка мечей, то есть ситуация, которая ятрит ваши раны, это ситуация, когда вам себя жаль, хочется внимания, заботы, поддержки, чтобы кто-то пожалел, посочувствовал, сопереживал вашей ситуации, вашему горю или обстоятельствам, но придется с этим справляться самостоятельно. От чего вам нужно будет отказаться? По королеве чаш, во-первых, от излишней эмоциональности, далее от излишней открытости, доверчивости, добродушности, желании всем помочь, нельзя всем помочь. И по королеве чаш это в первую очередь держать свои тайны, свои эмоции, свои планы при себе, не выплескивать это, не делиться этим преждевременно, не выставлять свою личную жизнь на показ, либо свои планы, либо то, о чем вы мечтаете. В вашем случае это, знаете, как навредить самому себе, либо самой себе. То есть тут больше закрытости. И не рассказывать о своих перспективах до тех пор, пока вы вынашиваете планы. То есть только после того, как они уже осуществятся. Так, и еще для кого-то отказаться от статуса любовницы. Если для мужчины, то отказаться от общения с любовницей. Хорошо. Чего сможете достичь? По пажу мечей это критически мыслить, аналитически, стратегически, отбрасывая все эмоции и понимать,
что вам в этой жизни необходимо, от чего нужно избавиться, что отсечь. Потому что вы здесь будете опираться на поступки людей, а не на их слова. То есть вы будете оценивать только действия. И знаете, как резать по-живому, научиться говорить вещи прямо в глаза, не замалчивать правду, либо то, что вас не устраивает. Это не вопрос даже какого-то сарказма, либо желания съязвить, это озвучивать все своевременно и называть вещи своими именами. То есть вот то, что вам раньше вы себя в чем-то ущемляли, либо не давали себе возможности, как говорю, волеизъявления, вот теперь это к вам придет. И какой вам совет здесь по ситуации? Совет по ситуации, что, знаете, вот по тузу пентаклей, даже если вам кажется, что все в жизни совершенно плохо и идет не так, как вам кажется, на самом деле Вселенная вам дает шанс, дает возможность. Вам самое главное этот шанс развидеть и за него ухватиться. Потому что не зря данный аркан называют картой богов. И вот эти перемены, хоть они для вас будут и тяжелыми, но они для вас будут крайне позитивными и перспективными. Вам главное нужно это увидеть. И если вы от чего-то отказываетесь, то вы должны себя замотивировать, для чего вы это делаете, почему, какой результат вы получите, каким образом он будет влиять на вашу жизнь. И еще, конечно же, совет – это думать о финансовой стабильности, о финансовой свободе, о перспективах заработка, инвестициях, потому что именно деньги в рамках этого периода дадут вам исполнение ваших желаний. Поэтому для вас это тоже будет тема номер 1. Вот таким у вас вышел расклад, вот такие у вас итоги этого периода, вот такой урожай года. Я искренне верю в то, что вас эта информация порадует и будет вам во благо, что вы здесь найдете зерно истины и используете для себя это максимально с пользой. Вас же я благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.